Друзья, всем привет! У микрофона Александр. Сегодня мы знакомимся с предусилителем Behringer Tube Ultra Gain Mic 100. Ultra Gain Mic 100 – это микрофонный линейный ламповый предусилитель со встроенным лимитером, предназначенный для живой работы и для использования в домашних условиях и студиях звукозаписи. Прежде чем мы расскажем о всех видимых элементах управления и дадим услышать, как все это реально работает, несколько слов для самых любопытных о том, что находится внутри этого прибора. Итак, дискретная малошумящая схема микрофонного предусилителя, которая построена на ламповой технологии Behringer UTC с вакуумной лампой 12AX7 в центре внимания и операционные усилители 4580. Ну а теперь с небес на землю и подробно обо всем, что тут есть. Все органы управления предусилителя находятся на лицевой панели. Слева направо регулятор Gain, который усиливает входной сигнал в диапазоне от плюс 26 до плюс 60 дБ. Необходимо обязательно помнить о том, что в момент подключения или отключения источника сигнала этот регулятор должен находиться в крайнем левом положении, и лишь затем медленно можно изменять его положение. Кнопка PAD. С ее помощью можно ослабить сигнал подключенного источника на 20 дБ. Переключатель плюс 48 вольт служит для включения на XLR входе фантомного питания, необходимого для работы конденсаторных микрофонов. Кнопка Phase Reverse инвертирует, то есть поворачивает входной сигнал по фазе на 180 градусов. Эта функция работает как с микрофонными, так и с линейными сигналами. Кстати, частый вопрос, когда это применяется на практике. Ответом может быть вот такой пример. Вы используете несколько микрофонов и в какой-то момент начинаете слышать заметное гашение определенных частотных полос. Реверс фазы в таком случае будет вполне оптимальным решением. Следующая кнопка – лимитер. С ее помощью можно ослаблять сигнал и избежать тем самым возникновения искажений. Регулятор Output. С его помощью можно установить выходной уровень в диапазоне от минус бесконечности до плюс 10 дБ. Если он находится в крайнем левом положении, то сигнал на выход Mic 100 поступать не будет. Ну и, наконец, световая индикация. Она есть на каждой функции, включая готовность прибора к работе, и на уровне сигнала. 8 сегментов, включая пик. Что касается задней панели, то там все предельно просто. Слева видим разъем для подключения блока питания, который идет в комплекте. Далее выход. Выполнен на симметричных XLR и джек разъемах. Служит для соединения с микшером, звукозаписывающей системой или усилителем мощности. Вход. Симметричный на джеке для подключения, например, электрогитары, и симметричный XLR для микрофона. Эти входы соединены параллельно и ни в коем случае не должны использоваться одновременно. Теперь о том, где и когда применение Mic 100 является наиболее популярным. Это оживление звучания инструментов и вокала во время лайв-выступлений, это придание естественной живости сигнала на записи и еще это использование в качестве D-бокса. К примеру, если у вас есть восприимчивый к постороннему шуму сигнал акустической гитары, то благодаря использованию Mic 100 можно получить симметричный сигнал без помех. Ну и, наконец, маленький тест, который позволит нам услышать реальные возможности этого предусилителя. Женская любовь, нет тебя короче, сердце ты мое разрываешь в клочья. Женская любовь, не хватает ночи, чтобы все понять, то, что днем не хочешь. Благодаря использованию Tube Ultra Gain Mic 100 вокал становится более напористым и объемным, вследствие чего решается основная задача – голос оптимально интегрируется в микс. На этом будем с вами прощаться и надеемся, что наши обзоры помогают вам сделать правильный выбор. До новых встреч, пока!